Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 8 января, и вы знаете, сегодня у нас с вами невероятно благоприятный день. День успеха, день процветания, день благополучия. И вы знаете, этот день, именно его энергетика сулит нам успех во всех наших начинаниях и в тех проектах, делах, за которые мы с вами будем браться. Поэтому сегодня обязательно проведите одну простую практику. Нарисуйте 4 восьмерки, скажите определенные слова. И это поможет вам в успехе и во всех ваших начинаниях. Давайте, друзья, вместе с вами разбираться, что же нас с вами ждет сегодня в этот день 8 января. Вы знаете, сегодня достаточно благоприятный день этого месяца. Можно сказать, что один из самых благоприятных дней. И сегодня у нас с вами 27-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами убывающая луна в знаке зодиака Стрелец. И вы знаете, сегодня людям открываются сокровенные знания. И главное, эти знания использовать во благо себе. Поэтому не старайтесь в этот день погружаться в какую-то повседневную рутину, а постарайтесь посвятить мысли созиданию, творению. Возможно, сегодня к вам придет понимание и осознавание того, как вы можете разрешить ту или иную ситуацию, которая вас, возможно, давно беспокоит. Главное, не упускайте такой шанс, потому что все в ваших руках. Если у вас сегодня нет желания что-либо делать, вам хочется отдыхать, наслаждаться, ходить в гости, да, это делайте. Благо у нас сегодня с вами у всех выходной день, но это не значит, что нужно расслабляться. Нужно думать, мыслить о том, как спланировать этот 2024 год. Что вам нужно сделать для того, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее, яркое, интересное. И вот ваша задача сейчас на уровне мысли это все творить, созидать. И тогда в вашей жизни действительно придут вот те моменты, которые для вас очень важны. Также обращаем ваше внимание, что эмоциональный фон сегодня неустойчив, поэтому все-таки возможны конфликты, сегодня какие-то разногласия, но это связано в первую очередь с тем, что энергетики не хватает некоторым людям, и люди будут пытаться энергетически питаться энергией других людей. Поэтому ваша задача не идти сегодня на конфликты, не идти на ссоры, скандалы или какие-либо разногласия. Помните о том, что все в нашем мире взаимосвязаны. Все эти процессы, которые происходят внутри каждого из нас, они и отражаются внешне. Что же касательно, обращаем ваше внимание, бизнеса и денег, сегодняшний день удачен для любой работы. Вы сегодня с легкостью можете решать финансовые вопросы, но в этот день, именно 8 января, не спешите заключать новые контракты, подписывать какие-то новые документы или приступать к осуществлению новых дел. Дело в том, что вам нужно разобраться более детально в тех или иных моментах и понять для себя, нужно вам это и действительно ли это для вас. Многие люди сегодня могут спешить, и вот спешка сегодня сможет с вами сыграть где-то глупую шутку. Поэтому, чтобы такого не было, стремитесь сегодня все делать постепенно. Открывайте глаза на те вещи, которые вам, возможно, будут говорить в вашем окружении. Даже если вам не нравится какая-то правда, лучше остановитесь, лучше возьмите паузу, и постепенно со временем вы поймете, почему высшие силы вот направили вас на этот путь, на эту дорогу. Также сегодняшний день удачен для общения с родителями и со старшими родственниками. Общайтесь. Если вы находитесь в каком-то тупике, вы не знаете, как выйти из той или иной ситуации, знаете, сегодня взрослые, более старшие люди вам большие помощники. Они поделятся своим опытом, своим знанием, и вы после этого сможете принять для себя какое-то очень важное и ценное решение.
Что касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, что сегодня наиболее уязвимая часть тела это будут голени. И считается, что в этот день, как следствие неправильного образа жизни, могут возникать нарушения жидкостного обмена, воспаляться лимфоузлы. Также сегодня могут начинаться болезни и лимфатической системы, и крови. Если мы говорим сегодня о донорстве в этот день, 8 января, оно противопоказано. Также сегодня не рекомендуется применять какие-либо химические препараты. Ну а вот стрижка волос, друзья, в этот день, 8 января, принесет радость и счастье. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо проводить любые практики, связанные с водой, потому что сегодня стихия вода, она достаточно сильна, и вы даже сегодня можете проводить практики через воду о том, чтобы стирать какую-то информацию негативную, поделать именно очищение водной стихии. У вас это будет легко достаточно получаться. Также обращаем ваше внимание, что сегодня следует избегать напряжения и каких-либо волнений. Возможно, сегодня в какой-то момент будет тяжело, вы не будете знать, как вам поступить, что сделать, но помните о том, что многие вещи в нашей жизни зависят от каждого из нас. Поэтому, если вы хотите, чтобы произошли те или иные изменения, только думайте и мыслите именно в созидательном русле. Также сегодня следует избегать любого тумана и каких-либо психических воздействий. На протяжении всего дня обращаем ваше внимание, также не смотритесь в зеркало. Также, девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, что сегодня можно общаться с начальством, контактировать, общаться, но это должны быть какие-то такие незначительные вопросы, что-то глобальное сегодня не стоит начинать. Также сегодня идеальный день для смены места работы, а вот операции с недвижимостью при отсутствии острой необходимости все-таки лучше в этот день отложить. Также сегодняшний день не подходит для зачатия, а вот интенсивность физических нагрузок должна быть все-таки умеренной. Что же касательно основ, то сны помогают сделать первый шаг на пути разрушения собственных иллюзий и приоткрывая тем самым суть происходящего. В этот день сбываются не только сны, но и народные приметы. Дело в том, что сновидения этой ночи приносят понимание окружающего мира, предстоящих событий, а также истинной сути вещей. И вы знаете, числом этого дня будет число 3. И оно означает, что в этот день вас будут окружать такие энергии, как вера, как надежда, любовь, потому что этот день все-таки сильной положительной энергетикой, которая, окружив вас, нормализует в вашей жизни взаимоотношения, добропорядочность, откроет сердце для любви и укрепит семейные отношения, а также, возможно, поможет найти любовь всей своей жизни. Поэтому вам нужно в течение дня думать только о том, чтобы вы хотели привлечь в свою жизнь, чтобы вы хотели улучшить и какие моменты хотели бы приумножить, чтобы стать намного счастливее, удачливее и успешнее. На протяжении всего дня в вашей голове должны присутствовать только светлые, добрые и позитивные мысли. И воодушевленный настрой ни в коем случае не должен покидать вас. Главным символом этого дня является 3 переплетенных кольца, которые означают, что сегодня вы сможете вырасти в каком-то направлении, которое важно для вас. Сделав первые шаги, у вас в этот день произойдет энергетическое обновление, благодаря которому энергетические посылы этого дня изменят вашу жизнь в лучшую сторону, и вы сможете получить то, о чем так давно мечтали, и с этого момента вы будете двигаться только вперед по заданному направлению. Поэтому очень важно выбрать его правильным. Также, как вариант, вы можете нарисовать символ этого дня на белом листке или на салфетке зеленым цветом. Далее подожгите лист бумаги или салфетку от свечи любого цвета и, выйдя на улицу, развейте пепел, проговорив при этом такие слова: «Новую энергетику в свою жизнь привлекаю, изменения с ее помощью ожидаю». Это поможет вам привлечь изменения, которые закончатся для вас достаточно хорошо.
Очень хорошо в этот день уделить время только себе. Лучше это сделать уже в вечернее время, остаться наедине со своими мыслями, задуматься и пересмотреть некоторые моменты в своей жизни, о которых вы постоянно думаете в последнее время. Ведь эти мысли не дают вам ощущать не только спокойствие, но и тормозят поступление энергии в вашу жизнь и не дают вам двигаться в выбранном направлении без проблем. Поэтому энергетика этого дня, особенно в вечернее время, будет способствовать глубокому и серьезному осмыслению своей жизни. Также сегодня хорошо зажигать свечи любого цвета. Как вариант, выключите свет, вокруг свечи сделайте круг из соли левой рукой и внимательно смотрите на огонь. Считайте при этом до 3 и затем закройте глаза. Открывайте, снова считайте до 3. Снова закройте глаза и, открыв, повторите еще раз счет. Вы ощутите, как то, что вас тревожило, начнет покидать вашу голову, и тогда сразу проговорите такие слова: голову освобождаю, энергетику сегодняшнего дня с помощью огня к себе запускаю, новую жизнь начинаю, старую позади оставляю. Также для того, чтобы у вас все получилось в течение дня, обязательно надевайте одежду сегодня в коричневом, в красном и в зеленых цветах. Это поможет вам окружить себя сильной и благоприятной энергетикой этого дня. Если одежды таких цветов у вас нет, возьмите любой лист бумаги и на нем одним из этих цветов напишите цифру сегодняшнего дня и носите его на протяжении, друзья, всего дня. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 8 января. Итак, друзья, карта, которая выпала и которая нам поможет сегодня понять знаки, подсказки от высших сил, звучит следующим образом: впустите в себя правду и действуйте соответственно. То есть на данном этапе в жизни у вас есть или ощущения, или чувства, которые вы не желаете замечать, и вот вы даже пытаетесь вот те мысли, те идеи, возможно, какие-то проекты, людей отогнать это все в сторону, и вам нужно быть сейчас честным с самим собой в первую очередь. И таким образом вы поймете и осознаете, что для вас сейчас важно. И это даже поможет вам и укажет вам направление ваших в поисках. Главное, чтобы вы не нарушали ваши внутренние убеждения, так как вы сейчас беспокоитесь о каких-то последствиях, возможных последствиях жизненных перемен. И вы знаете, высшие силы говорят нам о том, что они нас обязательно проведут, и в вашей жизни будет все прекрасно, будет чудесно, поэтому не стоит ничего бояться. Да, у нас у каждого человека есть свои страхи, какие-то негативные мысли. Вот надо взглянуть в лицо этим страхам и перестать отправлять вот эту энергетику в ненужное русло, потому что чем больше вы думаете, еще и в негативном ключе, вы тем самым якорите те или иные ситуации или проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Также старайтесь сегодня любые нездоровые ситуации оставлять в сторону. Не спешите идти туда, куда вот вы интуитивно чувствуете, что вам это не нужно. И ваши мысли обязательно сегодня должны быть только чистыми, только созидательными. И молитва, друзья, которую мы вам рекомендуем прочитать в этот день, 8 января, звучит следующим образом: «Я прошу Твоей поддержки и помощи, чтобы разобраться в своих чувствах, чтобы я мог быть милосерден и предельно честен с собой и другими. Спасибо Тебе, Архангел Михаил, что даешь мне мужество и силу». Напоминаем всем, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Обязательно перепишите и обязательно сегодня на протяжении дня хотя бы раз 5 обязательно произнесите. Ну и далее, друзья, как мы сказали в начале видео, сегодня день процветания, день благополучия, день изобилия, и обязательно сегодня проведите следующую практику. Вам нужно взять ручку или взять фломастер и нарисовать 4 восьмерки. При этом 4 восьмерки вы можете нарисовать это, например, на вашем кошельке,
вы можете нарисовать на входной двери, где вы спросите, а где вам на интуитивном уровне вы будете чувствовать, что вот здесь именно нужно это нарисовать, возможно, даже на руке. Вот вы должны вот перед тем, как начать проводить практику, да, вот прочувствовать, что вы хотите, или какую дорогу вы хотите открыть, что вы хотите сделать. Или, возможно, вы просто хотите взять листок бумаги и нарисовать 4 восьмерки. И далее скажите следующие слова. Привлекаю к себе большие деньги и большие возможности. И после как провели практику, идите, занимайтесь своими делами, отдыхайте, наслаждайтесь, радуйтесь жизни. А Вселенная уже видит те посылы, те приказы, которые вы дали, обязательно осуществить все в самом лучшем виде для вас. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите 4 восьмерки и напишите следующую фразу. Привлекаю к себе большие деньги и большие возможности. Пусть Вселенная приумножит мыслимые и немыслимые блага в вашей жизни и как для вас нужно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.